Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Уж очень мне хочется сегодня поделиться с вами рецептом вкусных рогаликов песочных. Всем рекомендую их приготовить, они просто тают во рту. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Нам понадобится 250 грамм сливочного масла комнатной температуры. Нам нужно взбить его до пышности и побеления. Все собираем со стеночек. Сюда же добавляем щепотку соли для баланса вкуса, пакетик ванили, 120 грамм сахарной пудры, 2 столовые ложки йогурта либо сметаны, а также добавляем 1 яйцо и желток и белок вместе. Все взбиваем. Взбиваем буквально 1-2 минуты до однородности. Масса готова. А сейчас пришло время добавить муку. Я отвесила 450 грамм муки. Мука у меня белая, пшеничная, высшего сорта. Поверх добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Кстати, сейчас очень много вопросов по поводу того, что нужно ли просеивать муку или нет. Я вам предлагаю протестировать у себя дома. Возьмите муку и отвесьте немножко. Просейте одну часть, другую часть не просеивайте. И даже просто по ощущениям вы увидите, что мука, которую вы просеяли, она легкая, невесомая. И в выпечке она себя ведет совершенно по-другому. А мука, которую вы не просеивали, она спрессованная и тяжелая. Поэтому моя рекомендация вам: обязательно муку просеивайте. И сейчас на поверхность немножко муки и выкладываем тесто. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу. Всю муку сразу не добавляйте. Я обычно муку добавляю с осторожностью, деликатно, чтобы не забить тесто мукой. В противном случае выпечка будет жесткой. На канале моей дочери есть очень много разной вкусной и прекрасной выпечки. Заходите, мои дорогие, на канал Лидия Sweet. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Я вам буду очень благодарна. Подсыпаем немного мукой. Тесто должно получиться вот такое нежное. И сейчас мы формируем клубочек. Осталось у меня 40 грамм муки. Подпыляем мукой и сразу будем разделывать. Чтобы нам с тестом удобно было работать, я его для стабилизации буквально на минут 10 в морозильную камеру. Пока готовим начинку, у нас все будет готово. Я обжарила орехи грецкие немножко для аромата, для вкуса. И сейчас у меня здесь 100 грамм грецких орехов, можно 80-100 грамм. Нам нужно все хорошо измельчить, но недолго, так чтобы масло не начало выделяться. Вот так. Вы можете использовать любую начинку. Я буду использовать джем. У меня дикая голубика, мне очень нравится. Где-то 120-150 грамм. Достаточно. И сюда же добавляем орехи. И все хорошо смешиваем до однородной массы. У вас должна получиться вот такая кашицеобразная масса. Если у вас жидковатый джем или повидло, орехов добавьте больше. Такая масса, она не будет вытекать из рогаликов, тем более, что они у нас с боков будут открытые. Готово. Тесто достали, подпыляем мукой. Сейчас делим его на 4 части равные. Формируем 4 шарика и раскатываем каждый. У меня получилось 4 шарика по 227 грамм. Вот так скатываем их в удобный нам шарик, так как мы будем раскатывать круглый пласт. Все готово. И сейчас откладываем в сторону. Будем раскатывать на пергаменте. Для удобства немножко сверху подпыляем мукой и раскатываем. Вот такой приблизительно образовали пласт диаметром где-то 23 сантиметра. У меня 23 сантиметра, чтобы не сильно тонко было. Вот обратите внимание, какое должно быть тесто по толщине. Вы можете специально, чтобы у вас ровный круг был, тарелочкой. Ну, я не делаю это, я подравниваю вот так. Все великолепно получается. Если у вас вдруг на периферии толсто, то вы просто берете и к центру катите скалку. Вот так.
Когда у вас равномерная толщина. Итак, у нас все готово. Делим наш пласт. Я взяла вот такой красивый фигурный резак. И сейчас мы прорезаем на треугольнички. Просто у нас края остаются открытыми, поэтому будет очень красиво. Вот такую небольшую порцию выкладываем. 1 чайную ложку. Немножко подравниваем в длину. И сейчас вот так скручиваем. Сильно не нажимаем. Такие вот они у нас красивые получаются. Если вы готовите на праздничный стол, вы можете начинки разные сделать. И у вас получится абсолютно разные рогалики с разными вкусами. Можно орехи смешать с вареной сгущенкой. У нас все готово. Сейчас перекладываем на противень. Выкладываем на противень на расстояние. И сейчас следующий шарик. Выкладываем все на противень. Духовка у нас уже хорошо разогрета. Выпекать будем при 170 градусах. Включаем вверх-вниз. Минут 20-25. Они должны оставаться светлыми, слегка подрумянятся и будут очень рассыпчатые и вкусные. У нас все поместилось на один противень. Смотрите по особенностям вашей духовки. Отправляем в духовку. А сейчас рогалики нам нужно обвалять в сахарной пудре. Итак, дорогие друзья, начинка очень вкусная. Рассыпчатые рогалики. Просто идеальная выпечка для праздничного стола и для семейного чаепития. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.